Я приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в высшую лигу машиностроения. Забудьте все, что вы знали о мощных моторах. Сегодня мы разберем легенду, ракетный двигатель F1. Тот самый монстр, который стоял на Сатурн-5 и проложил человечеству дорогу на Луну. Просто вдумайтесь в эту цифру. Один такой двигатель сжигал 5 тонн топлива за 1 секунду работы. Это не машина, это управляемый вулкан. Но для чего конструкторам понадобилось создавать агрегат с такой безумной, пугающей прожорливостью? Ответ кроется в главном враге любого инженера. Этот враг — земная гравитация. Она держит нас стальной хваткой, чтобы просто оторвать тяжелейшую ракету от стартового стола и отправить ее к другому небесному телу, нужно преодолеть силу притяжения, которая словно невидимая цепь тянет все обратно. Именно здесь на сцену выходит 5 двигателей F1 первой ступени. Их совместной тяги хватило бы, чтобы вертикально поднять в небо целый груженный железнодорожный состав. Но чтобы выдать такую мощь, нужно было чем-то кормить этого зверя. И аппетиты у него были воистину космическими. Сатурн-5 на старте весил более 3000 тонн. И это, на секундочку, почти 90% этой массы составляло топливо. Вообразите себе, к примеру, Останкинскую телебашню. Только половину внутри и до краев залитую горючим. И львиную долю этого колоссального объема первая ступень сжигала за считанные минуты, чтобы просто вырваться из цепких лап земной атмосферы. Успех всей исторической экспедиции зависел от безупречной работы механики в эти мгновения. Но что именно текло по венам этой ракеты, превращаясь в чистую ярость? В отдельных баках, не смешиваясь до нужного момента, хранились топливо и окислитель. В роли крови двигателя выступали авиационный керосин и жидкий кислород. И если с керосином все понятно, то кислород превращается в жидкость только при глубокой заморозке, аж до минус 183 градусов по Цельсию. Настоящий абсолютный мороз по сравнению с любой земной зимой. Эти ледяные реки нужно было доставить в самое пекло. И за эту доставку отвечал узел, который многие инженеры до сих пор считают просто недосягаемым шедевром. Знакомьтесь, турбонасосный агрегат F1. В самом сердце двигателя скрывается настоящая гордость конструкторов, устройство, без которого вся эта затея была бы обречена. Его задача — забирать ледяную жижу из баков и с невероятной скоростью вгонять ее в камеру сгорания. Это не просто насос, это настоящее механическое сердце, работающее на абсолютном пределе законов физики. Чтобы понять, насколько безумной была его производительность, давайте проведем мысленный эксперимент, к примеру, с обычным озером. Если бы мы подключили этот насос, к примеру, к озеру Байкал, он бы мог выкачать его за несколько секунд. Да, звучит как фантастика, но каждую секунду агрегат проталкивал тонны массы. Чтобы обеспечить такой поток, турбина внутри раскручивалась словно бешеная юла до каких-то невероятных 2000 оборотов в секунду. Центробежные силы в лопатках были такими, словно вы пытаетесь удержаться на карусели, летящей со скоростью пули. Но высокая скорость вращения — это лишь полдела. Главным вызовом было сопротивление. Топлива мало просто качать, его нужно было сжимать. Турбонасос работал под давлением, которое в 10 раз превышало давление на дне глубочайшей океанской впадины. Вся эта система балансировала на тонкой грани между гениальной эффективностью и катастрофическим разрушением. Химическая энергия топлива переходила в тягу через колоссальные нагрузки на металл. И чтобы справиться с этим потоком, инженерам пришлось разделить насос на две независимые роли. Система подачи была спроектирована двухступенчатой. Первая ступень работала как младший богатырь, беря на себя первый удар и направляя топливо на вторую ступень, где давление возрастало до экстремальных значений. Из баков по сложнейшему лабиринту трубопроводов эти ледяные реки мчались навстречу своей судьбе. Турбонасос с неистовой силой гнал окислитель в горючее в место, где они должны были встретиться и воспламениться. В место, которое можно смело назвать филиалом ада на земле. И вот
топливо врывается в камеру сгорания. Здесь царят поистине невыносимые условия. Именно в этом небольшом объеме происходит магическое преобразование химической энергии в мощнейшую реактивную струю, вылетающую со скоростью около 10 километров в секунду. Эффективность этого процесса напрямую зависит от того, насколько сильно мы сожмем газы перед выхлопом. И цифры, которые добились создатели F1, просто поражают воображение, даже современных инженеров. Но вас ничем не удивишь, если вы будете изучать видео в моем закрытом бусте. Там уже много технарей, присоединяйся и ты. Ссылка в первом закрепленном комментарии и описании. Давление внутри камеры достигало таких значений, что если бы вы оказались внутри, это было бы равносильно тому, как если бы на вас поставили вертикальную колонну из тяжелых грузовиков. Металл корпуса испытывал чудовищные распирающие нагрузки. Чем выше давление, тем лучше тяга двигателя. Но чтобы топливо не просто сгорело, а отдало 100% своей энергии без детонации, его нужно было правильно приготовить перед воспламенением. Для этого использовалась деталь, похожая на лейку в вашей ванной. Представьте себе гигантский душ, но вместо воды из него вырываются потоки раскаленного газа. Это форсуночная головка. К слову сказать, в двигателе F1 работало почти 1000 таких форсунок. Без этой сложнейшей системы отверстий двигатель бы просто захлебнулся собственным топливом и не развил бы свою мощь. Задача форсунок – устроить идеальное свидание для жидкого кислорода и керосина. И делать это приходилось весьма жесткими методами. Через эти форсунки горючее и окислитель продавливались под давлением более 600 атмосфер. Жидкости сталкивались и распылялись в мельчайшие капли, создавая идеальную горючую туманность, которая мгновенно вспыхивала. Это обеспечивало максимально полное и равномерное сгорание. Но у этого идеального процесса был один огромный побочный эффект. Выделившаяся энергия создавала температуру, способную уничтожить сам двигатель в долю секунды. Внутри камеры сгорания температура взлетала почти до 4000 градусов по Цельсию. Чтобы вы понимали масштаб проблемы, это горячее, чем на поверхности Солнца. Это с лихвой достаточно, чтобы расплавить абсолютное большинство известных человечеству металлов и сплавов в мгновение ока. Стенки камеры должны были испариться сразу после запуска. Но Сатурн-5 летел, а металл держался. Как же инженерам удалось обмануть законы термодинамики? Здесь мы подходим к одному из главных достижений инженеров F1. Возник настоящий парадокс. Нужно сдержать огонь в металлическом стакане, который по всем расчетам должен расплавиться. Решение оказалось вполне себе элегантным. Часть топлива, прежде чем сгореть, направлялась в специальный охлаждающий тракт вокруг камеры сгорания. Вы только вдумайтесь! Сами по себе горючие жидкости, жидкий кислород и керосин использовались как хладагент для защиты от повышенной температуры. Но как именно топливо протекало внутри стенок? Для реализации этого активного охлаждения в США применили метод сборки камеры и сопла из тонких трубок. Инженеры заранее профилировали сотни трубок, спаивали их в единый пакет и обтягивали снаружи мощным бандажом для прочности. По этим спаянным трубкам ледяной керосин стремительно протекал сквозь стенки сопла, забирая лишнее тепло на себя, прежде чем попасть в форсунки. Но даже этого не хватало. Поэтому инженеры добавили еще один уровень защиты. Для усиления защиты небольшой избыток керосина впрыскивали прямо вдоль внутренних стенок камеры сгорания. Создавалась такая, знаете, жидкая, а затем паровая завеса, которая омывала металл изнутри, снижая тепловую нагрузку. Поскольку на эту часть керосина не хватало кислорода, он не сгорал внутри, а вылетал наружу в виде сажи. Именно поэтому на кадрах хроники выхлоп F1 такой темный. Это вылетает та самая защитная завеса. А как же эту проблему решали по другую сторону океана? Советский подход к охлаждению кардинально отличался. В Советском Союзе на сопла надевали
цельный внешний корпус, внутри которого на фрезерных станках вырезали глубокие канавки для прокачивания охлаждающего агента. Никаких трубок, чистый массив металла и прецизионная механика. По совокупности достоинств этот метод оказался невероятно надежным. И именно он лег в основу двигателя, который стал прямым и очень грозным конкурентом американского гиганта. Знакомьтесь, советский двигатель РД-170. Моим подписчикам этот двигатель знаком, потому что есть видео, где мы подробно его разобрали. Разработанный для нашей лунной ракеты «Энергия», он работал на тех же кислороде и керосине, но использовал иную схему и гораздо более высокое давление в камере сгорания. РД-170 до сих пор считается одним из самых могучих жидкостных двигателей в мире и применяется в ракетах «Зенит». F1 и РД-170 – это два исторических шедевра, доказавших величие технологий по обе стороны железного занавеса. Но если двигатель был так хорош, почему спустя десятилетия о нем поползли очень странные слухи? Спустя годы появилась целая религия конспирологов, утверждающих, что двигателей F1 никогда не существовало, или их характеристики были подделаны. Логика проста. Если доказать, что F1 это миф, то и вся высадка США на Луну становится фикцией. Адепты этих теорий цепляются за скафандры, радиацию, тени на фото и многое другое. Но когда дело доходит до техники, они подкидывают нам совершенно фантастические аргументы, ссылаясь на, в кавычках сказать, авторитетных экспертов. Давайте посмотрим на одного из них. Главная икона конспирологов в вопросе двигателей некий Геннадий Ивченков. В 70-х годах он закончил МВТУ имени Баумана по специальности двигателей, но в 90-х переехал в Северную Америку, где нашел работу в области волоконно-оптических устройств. Потратив полжизни на ракетные технологии, этот в кавычках крупный специалист внезапно уходит в оптику. И именно на его статью, где он сомневается в прочности трубчатой рубашки охлаждения F1, буквально молятся лунные скептики. Но даже он оставил себе пути к отступлению. Сам Ивченко в своей статье заранее подстелил соломку. Он заявил, что все мануалы в США пишутся техническими писателями, эдакими журналистами от науки, которые могут легко исказить цифры и факты для красоты слога. Забавно то, что один из главных отцов лунного заговора, Билл Кейсинг, как раз и работал таким писателем в фирме Rocketdyne, создавшей F1. Так что, возможно, все противоречия в документах – это вина самих конспирологов? Но как же быть с главным их козырем? Конспирологи обожают кричать, что технология трубчатого охлаждения полностью утеряна. Никто в мире, включая американцев, сейчас такие двигателя не делает. Звучит как приговор лунной программе. Но факты упрямая вещь. Это утверждение абсолютная, стопроцентная ошибка. Технологии не были утеряны, они просто эволюционировали и заняли свою специфическую, но крайне важную нишу в современном космосе. Трубчатые двигатели все еще разрабатываются и производятся. Почти все они прямые наследники двигателя RL-10, который летал еще на Сатурнах. Просто сегодня трубчатая конструкция применяется не на огромных первых ступенях, а для верхних ступеней ракет, работающих в вакууме космоса. Эти двигатели бьют рекорды, например, их тягой можно управлять в широчайших пределах от 104% мощности до невероятных 6%. И они продолжают летать. В 2018 году глубоко модернизированная версия такого трубчатого двигателя была выбрана для верхней ступени новейшей ракеты Vulcan Centaur. Конструкция, заложенная во времена F1, жива и прекрасно себя чувствует, хоть и применяется не так масштабно, как в 60-е годы. И это лучшее доказательство того, что инженерный гений прошлого не был мифом. Это был фундамент, на котором построили будущее космонавтики. Двигатель F1 – это не просто железка, это чудо технической мысли, позволившее нам сделать шаг в бескрайний космос и достичь того, что казалось фантастикой.
И F1, и наш RD-170 навсегда войдут в историю как памятники того, на что способны технологии. Они доказывают, каким бы сложным ни были законы физики, настоящий инженер всегда найдет способ заставить их работать на человечество. Изучайте технику, друзья, не верьте мифам, подписывайтесь на мой бусти, ставьте лайки, дизлайки и всем добра. Пока-пока.